Всем привет! Ну что, мы во втором трюме грузовом с инспекцией. Подготавливаем судно под погрузку ячменя. Идем в Эстонию, Мугу. Как я и говорил, 4 дня перехода с Роттердама. И каким-то чудесным образом нам нужно подготовить трюм под зерновой стандарт, под погрузку. Уже минус. Не знаю, как мы справимся. Работаем до 10 вечера. При свете прожекторов. Вот. Еще нужно просушить трюма, билджи. Ну, попробуем. Уже увидимся с вами у причала. Роттердам позади. Благополучно отшвартовались ночью и вышли из порта. Сейчас мы уже в Северном море. Подходим к берегам Дании. Судно уже зафрахтовано под новый переход. Идем мы в Эстонию, порт Муга на побережье Балтийского моря. И сейчас у нас главная задача — это подготовить грузовые трюма под погрузку зерновых. Мы будем брать 58 тысяч тонн ячменя. Это полная загрузка 7 трюмов. У нас резко похолодало. Погода не очень, но начало декабря. По прогнозу в порту погрузки у нас минус 12 и обильные снегопады. Чувствую, там мы задержимся. Приятного, конечно, мало. У нас всего 4 дня перехода, очень много заморочек. Тут и матросы на вахте, довольно плотная навигация, проход пролива с лоцманом, остатки груза еще просто так не смоешь за борт. Нужно находить отрезки маршрута, на которых возможно держать 12-мильную дистанцию с берегом. Ну и погода, конечно. Матросы у нас ребята южные, половина из них и снег не видела. Чувствую, завалим мы трюма, завалим. Попытались это объяснить фрахтователю, что это нереально, но получили короткий ответ, что это не его проблемы. Но с этим я, конечно, могу поспорить. Вот зайдем в порт, завалим и не начнем погрузку, тогда он забегает. Отдохнули, часиков 5 мы поспали. Не все, конечно, но такая у нас работа, отдыхать уже будем дома. Сейчас разносим по палубе и подготавливаем оборудование для замывки трюмов. Работаем несколькими командами. Замываем сначала трюма морской с забортной водой, собираем остатки груза и смываем за борт, пока такая возможность еще есть. Вот как подойдем ближе к берегу, придется уже загружать в пустые бочки и держать на палубе. Готовиться мы начали еще в порту выгрузки. Я надеюсь, что вы посмотрели предыдущее видео, и если уже нет, обязательно посмотрите, поддержите, это очень помогает в развитии канала. И вот основную часть мы уже собрали в Роттердаме. И надеемся, конечно, сегодня мы успеем замыть все 7 трюмов, так как завтра уже вечером нас ждет проход Датского пролива с лоцманом. И количество рабочих рук на палубе сократится вдвое. Вот приблизительно так выглядит у нас трюм после его замывки. Сейчас собираем остатки воды в надежде, что все же успеем его просушить до начала погрузки. Но высокая влажность и нулевая температура наталкивает меня на мысль, что все же нам понадобится ставить обогреватели в порту. Трюм, конечно, у нас не самый большой, его длина и ширина чуть более 23 метров, высотой 18 с копейками. Но если его наполнить водой, получится очень неплохой бассейн в 14 тысяч кубометров. Как же быстро летит время, вот и закончился переход, немного не успели, уже подошли буксиры, взяли лоцмана, заходим в порт. На мостике у нас царит обстановка спокойствия и безмятежности.
Ну, почти. Посмотрите, как меняется погода. Буквально 1,5 часа назад заканчивали подготовку трюмов. Была нулевая температура. Ясно. И вот зашли в прибрежную зону. Сразу температура упала до -5. Начался снег. Сошли с намеченного маршрута, о чем нам старательно пытается сообщить Эгдис, электронные карты. Поджали уже нас к причалу буксирами и начинаем подавать швартовые. Первыми пошли шпринги. Лоцман обрадовал. Завтра, послезавтра ожидается штормовая погода, сильный шквальный ветер. Нужно заводить дополнительные канаты. Судно практически пришвартовано. Остаются считанные минуты. Сейчас будем опускать и готовить трап. И уже нужно будет готовиться принимать гостей. Ожидаем офицеров с иммиграционной службы, таможенной, судового агента, который будет представлять наши интересы и интересы фрахтователя в этом порту, и сюрвееров, с которыми мне сейчас проводить процедуру драфт-сюрвея и инспектировать грузовые трюма. С нетерпением ожидаю вердикта о готовности судна к погрузке. Но все же надеюсь, что снег до утра не закончится и получится немножко отдохнуть. Почти выспался. Мороз быстро помогает проснуться. Начался рабочий день. А у кого-то он и не заканчивался. Погода вносит свои коррективы. Очень много моментов, связанных с отрицательными температурами. Ночью ставили обогреватели в трюма. Их необходимо очень быстро просушить. Агент смог организовать аренду оборудования за символическую плату. А кроме того, необходимо залить антифриз в мерные трубки балластных танков. Вот если они замерзнут, это будет фиаско. Вода, хотя у нас в танках и морская, но брали мы ее в Роттердаме. Она солоноватая, низкой плотности. Гарантии нет. Пожарную линию и трубы с пресной водой мы слили еще до прихода в порт. Остается еще расчистить проходы на палубе и посыпать песком и солью. Палуба уже успела обледенеть за это время. В порту тоже трудятся, расчищают проходы, проезды. Подошли с утра пораньше уже грузовые машины с топливом. Будем начинать бункеровку. Погорячился я с добрым утром. Настроение испортилось. Завалили мы проверку трюмов. Этого я ожидал, но в душе надеялся на лучшее. Было 2 сюрвеера из конкурирующих компаний, ЭЖС и Бюро Веритас, инспектората. Все было неплохо, но рабочий день закончился, поднялся на мостик. День был насыщенным. Нужно собраться с мыслями, подбить итоги дня. Второй помощник особо не парится, готовит план перехода на следующий порт. Я изначально после швартовки встретился с сюрвеером, провели предварительную инспекцию, осмотр трюмов. Претензии были, в принципе, к влажности. Не смогли мы просушить трюма. Влага с воздухом поднималась наверх, конденсировалась на холодных крышках, и стекала обратно. Но на следующее утро начали официальную инспекцию в присутствии обоих компаний, еще при свете дня. Но нашли множество косяков. Да и все прекрасно понимали, что за 3-4 дня 7 трюмов подготовить просто нереально. Судно не новое, нашей девочке уже 11 лет. Но абсурдные требования от представителя покрасить полностью все трюма, включая танктопы под погрузку сраного ячменя, меня, мягко говоря, взбесили. Но сейчас подготовим письмо протеста, что это неадекватные требования, какое-то просто самодурство, и это не требование зернового стандарта. Но в любом случае необходимо будет брать дополнительную бригаду с берега, будем в темпе улучшать состояние и подкрашивать проблемные участки. 7 утра, – почти выспался и с новыми силами вступаем в новый день.
у нас еще остается немного времени насладиться тишиной и выпить первую чашечку кофе под утренней луной. Она всегда самая желанная. Вид у нас просто потрясающий. Дымка медленно поднимается над водой. Температура минус 12. Бодрит, бодрит. Так, двигаемся дальше. Нечего нам сидеть на одном месте. Лучше разомнем свои косточки на палубе. Скоро приедет береговая бригада. Будут нам помогать в подготовке трюмов. Обещают 5-6 человек. Надеюсь, все пойдет быстрее. Все еще не так плохо, как могло бы быть. Причал свободен. Следующее судно под него будет заходить через неделю. И нас никто не собирается выгонять на якорь. И разрешают стоять почти бесплатно. Морозное и солнечное утро понемногу открывает глаза и наполняет свежими силами. И как раз самое время для рекламной интеграции. Как жаль, что мне ее еще никто не предложил. Так что я просто попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если оно вам зайдет. Ну согласитесь, только за такие волшебные рассветные кадры, как эти, это не так уж и много. Терминал в любой момент готов начать грузовые операции, так что мы будем дожимать фрахтователей и серверов, добиваться возможности частичной сдачи трюмов и начинать погрузку как можно раньше. Изначально у нас требовали готовности всех грузовых помещений перед началом, но так как судов на рейде нет и мы тут единственные гости, надеюсь, что смогут пойти на уступки. Ну и нам, в свою очередь, придется работать круглосуточно. Пользуясь случаем и отсутствием снегопада, нужно приоткрыть крышки трюмов и попытаться их просушить, пока светит солнышко. Ну и готовим краску, спускаем инструменты и будем начинать. Сейчас, конечно, погода радует, ветра нет от слова совсем. Прогнозы неясные, на Балтику с севера движется циклон, но непонятно, заденет ли он нас или пройдет мимо. В Эстонии, кстати, интересный момент с электричеством для промышленных объектов. Они перешли на биржевую стоимость киловатта, которая меняется каждый день, и ежедневно терминал рассчитывает и корректирует рабочее время, исходя из экономической целесообразности. В будние дни, когда потребление будет максимальным, как и цена, погрузку в вечернее время могут прекращать. На выходных, наоборот. Если еще принимать во внимание, что сейчас зима и вероятность снега довольно высока, мы можем надолго тут задержаться. У нас сейчас все матросы работают в трюмах, и офицерам приходится стоять на трапе, 6-часовые вахты. Вот и посмотрим, спит ли третий помощник. Главное не спугнуть молодого карасика, хотя заснуть в такое чудесное морозное утро, это еще нужно постараться. Такие навыки обычно приходят с годами и опытом. Прокрадемся, как кошка, и нападем с тыла. Главное не расстелиться на морозной палубе. Спугнули рыбку, спугнули. Ну ничего, мы ее еще словим. Ходит, улыбается, бдит. В тесноте да не в обиде. Оперативно приехала береговая команда, и мы уже начали работу. Я, конечно, все понимаю, что это их работа, а не волонтерская инициатива, и она хорошо оплачена. Но люди мы простые, завтраком накормили, обед готовим. Ну и искренне рады любой помощи. Сейчас сошлись с сервейером на том, что необходимо очистить переборки и настил от Loose Rust and Paint Flakes, отслаивающиеся краски и ржавчины, ну и закрасим проблемные участки. Работаем. Глупо, конечно, было предполагать, что нас выпрут из порта, откажут в погрузке, найдут другое судно. Мы все прекрасно понимаем, что это бизнес и не всегда спортивное поведение и добросовестная конкуренция.
Ну а также желание продержать судно у причала несколько дней за счет судовладельца или фрахтователя. Но, возможно, я и не до конца прав. В Европе уж слишком большое значение придают стандартам. Не обманул, подлец, не обманул. Правду нам сказал лоцман. Буквально за несколько часов погода кардинально поменялась. Налетел штормовой ветер, разгоняется уже волна. Порт слабенько защищен волнорезами, слабенько. Приходил капитан порта, вручил нам штормовое предупреждение, но и не сказал покидать акваторию, и дополнительных буксиров тоже нам не выделили. Так что сейчас будем заводить дополнительные швартовые и пытаться удерживать судно у причала. Готовим главный двигатель, поднимаем экипаж, будем бдить. Погрузка наша так и закончилась, не успев начаться, хотя частично трюма мы уже сдали и были готовы начинать. Ну, посмотрим. Как же быстро вечереет, 4 часа дня, уже темно, накрыло нас снегопадом. Красота, рождественское настроение, но холодно, бежим обратно. Новый день, новые горизонты, ну почти. Затишье после бури, наглядная иллюстрация. И пока вы любуетесь видами заснеженного и почти девственно чистого порта, подведем итоги вчерашней штормовки. Мягко и гладко бывает, все только в романтических фильмах, и не стало исключением и у нас. Завели дополнительно мы вчера по 3 прижимных каната с носа и кормы, но расположение кнехтов и их исполнение тут далеки от идеального. Прижимные оказались слишком короткими, судно у нас все еще в балласте, высота борта на полубаке ни много ни мало более 16 метров. Ну и как следствие мы их потеряли. Упились концы, перетерлись, не уследили мы за ними, не уследили. И пришлось оперативно заводить заново и перекидывать продольные на дальние пушки. Почему при швартовке судна этого не сделать сразу, учитывая то, что все прекрасно знали в порту о наступающей непогоде, не понимаю. Лоцман отказался наотрез, мотивируя это тем, что планирует поставить перед нами еще одно судно. Возможно, но имеем, что имеем. Ну, идем на прогулку, размагнитимся на эстонской земле. Сколько уже можно по палубе топать? Сходим, посмотрим осадки и проверим, насколько уже обмерз наш корпус. Заодно расскажу, как день прошел. Сегодня, конечно, день радужный. Наконец-то мы сдали все трюма. Погрузка идет полным эстонским ходом. За неделю, думаю, закончим как раз к Рождеству. Мороз, конечно, не радует. Начали замерзать трубки для замера воды в балластных танках. Залили туда мы днем антифриз. Надеюсь, продержимся и успеем откатать балласт. Хотя я особо и не переживаю. Температура воды за бортом плюсовая. Танки не должны сильно замерзнуть. Но точно промерить и просчитать количество балласта на финальном драфт-сюрвее мы явно не сможем. Сюрвера тоже на это и не надеются. Будем ориентироваться по терминальным весам. Ну, а у нас еще новости, так сказать, вишенка на торте. Не уверен, конечно, что все поймут, но никто не знает точно стойч-фактор груза, его плотность. По предварительным данным, это должна быть полная загрузка судна под 100%, но ввиду технических ограничений на терминале на подъем стрелы, они не могут закончить трюм полностью до самого окончания погрузки, пока судно не сядет достаточно. И что-то меня это очень сильно напрягает. Сюрпризы в конце погрузки и даже под Рождество мне не нужны. А перевозка зерна — это дело непростое, это сыпучий груз, который смещается и негативно влияет на устойчивость судна. И если они не догрузят наши трюма, и кренящий момент из-за смещения зерна превысит норму, ну мы просто не выйдем из порта. Парам-пам-пам. Занавес.
недавно столкнулся с комментариями: вот на контейнеровозах вообще переходов нет, а на балкерах вы вообще шаритесь. Ну, это как посмотреть. Благо я более 5 лет отработал на ящиках под Майерском и могу сравнивать. Все, конечно же, очень относительно. Для палубной команды переход в балласте означает подготовку трюмов до позднего вечера. Для меня же смена балласта и практически сутки без сна. Днем идет контроль за подготовкой, организационная и административная работа, подготовка грузовых документов и расчетов. Ну а по ночам проходит смена балласта, так как сейчас на судах установлена система чистки балластных вод, которая ввиду технических ограничений не может одновременно работать совместно с пожарными насосами, подающими воду на палубу для замывания трюмов, ну и так далее. Система, которая должна была нам облегчить жизнь и избавить от необходимости смены балласта, в итоге ее усложнила вдвое. Я вообще молчу про грузовые операции в порту. Компенсация стрессов корпуса балластом, контроль остойчивости на каждом этапе, постоянное открытие и закрытие крышек при угрозе осадков, если чувствительный груз. Вот, несколько часов назад на морозе лопнули гидравлические трубы, и весь экипаж устранял разлив масла на палубе и ремонт гидравлики. Это пиздец, товарищи. Я даже не знаю, как начать и стоит ли. Похоже, мне пора в церковь сходить, либо это мне специально контент подваливает для видео. Как же я уже устал за эти 2 недели. Вы хоть поддержите за старания, сами знаете, какие кнопки нажимать. Горели мы вчера, горели в прямом смысле этого слова. Всего несколько часов поспал, мысли путаются. Выгорела полностью палубная мастерская со всем оборудованием, запчастями. Никто не понимает, как это могло произойти, что случилось. Вечером вчера пришел в каюту, хотел переодеться и только услышал истерические крики по рации филиппинцев. Сразу почувствовал, что-то не так, побежал вниз. Ну и как раз дали пожарную тревогу. На палубу, а там ничего не видно. Густой черный едкий дым, невозможно дышать. Уже заходит на нижнюю палубу садовой надстройки. Сразу остановили вентиляцию, начали закрывать флэпы, демпфера, двери. Собрал весь экипаж, палубный сварщик, пожилой хорват в шоке, заикаясь, пытается что-то объяснить на ломаном английском. Работал он в воркшопе, в мастерской, болгаркой, электродрелью. Тут потух свет, послышалось шипение, повалил густой едкий дым. Он попытался активировать огнетушитель, но начал задыхаться, и, слава богу, хватило ему ума выбежать и поднять тревогу. Жаль, конечно, что не хватило его уже для того, чтобы закрыть дверь и изолировать помещение. Сработали мы, конечно, оперативно. Я ожидал панику, но ребята молодцы. Пожарный расчет довольно быстро оделся, вооружили шланги, начали заливать и охлаждать помещение снаружи. Штурмовой отряд пробрался через дым к воркшопу, закрыл оставшиеся флэпы, окончательно отрезав доступ к кислороду. Ну и стали мы заливать все водой. Хорошо, конечно, что на улице минус 10, и экипаж весь отвел подальше. Самое опасное это то, что запасы краски были в соседнем помещении. Более 1500 литров. Нам очень сильно повезло. Да и среагировали мы быстро. Правда, дым заметил весь порт, и уже через несколько минут приехало 3 пожарных расчета с машинами, полиция, скорая, администрация порта. Немного, конечно, омрачила медлительность пожарников. Поднялся сначала на борт главный, и мы 15 минут обсуждали план судна, происходящее, стратегию. Ну, его я тоже могу понять. Он не хотел рисковать и жертвовать своими ребятами. В итоге минут через 30 поднялась эстонская пожарная бригада, и уже они вошли в помещение. К этому моменту огонь уже потух, съев весь кислород. Остался только густой дым и плачевные последствия. Было, конечно, приятно слышать, что мы молодцы и так далее,
Но, говорит, если бы загорелась краска, отбуксировали бы мы вас из порта на рейд и грели бы вы, пока не утих пожар. Даже думать о таком не хочу. Да уж, денек выдался знатным. Настроение у меня на дне бутылки. Опустим истории про всех посетителей, которые слетелись на обугленные головешки воркшопа. Вернемся к нашим насущным проблемам. Чудо не случилось. И когда на терминале заговорили про то, что они не уверены в стоуч-факторе груза, и он может быть другим, уже тогда можно было почувствовать подвох. Ну и в итоге вместо 9800 тонн в каждый трюм, что мы планировали, влезло почти по 11. Ни хрена себе разница, да? Ну, в итоге получилось 2 недогруженных трюма, и пришлось еще добирать 600 тонн для улучшения зерновой устойчивости, к радости фрахтователя. Но для этого придется пожертвовать пресной водой, чтобы пройти по осадке в порту прихода. Ну ладно, перестаем быть сварливой бабкой и начинаем радоваться жизни. Ведь к нам уже подошли буксиры, лоцман на борту. Сейчас будем отдавать последние швартовые и готовиться к переходу. Недельку можно отдохнуть. Поднялись на вечернюю вахту. Встречает нас чудесная Балтика с свинцовыми низкими тучами, проливными дождями, холодными ветрами. Красота. Пойдем на крыло, подышим свежим воздухом. Ну, раз уж вы уже досмотрели до этого момента, то я очень надеюсь, что видео вам было хоть немного, но интересным. Поэтому попрошу еще раз подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Это действительно помогает, вам не сложно, мне приятно. Но также очень сильно мотивирует для создания новых роликов. Процесс этот долгий, трудоемкий, учитывая еще то, что его приходится совмещать с основной работой, которая тоже не должна страдать. Ладно, хватит лирики. Давайте пойдем посмотрим на наш маршрут. Путь мы держим в испанский порт Уэлва, юго-западная часть Испании, побережье Атлантического океана, Андалусия. Сейчас в Балтийском море, и уже завтра будем брать лоцмана для прохода Датского пролива. Ну а далее дружелюбное Северное море, проход английского канала Ла-Манш, по завершении которого нас встретит свежий воздух Атлантики и Бискайский залив. Потом вдоль побережья Франции и Португалии к теплым берегам Испании. Там мы и увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.